Привет всем! Обещал видос по Вайсе, но я подумал, что этот мод в Вайсе будет довольно простым, а для Вайсы я оставлю мод посложнее, ведь Томас, в отличие от Клода, умеет выпрыгивать из автомобиля на ходу. Сегодня я пройду и покажу, как пройти GTA 3 без автомобилей, ну если говорить громко. Что же я имел в виду под прохождением без машин? Сейчас вы увидите. Давайте посмотрим, что будет, если машина, в которой я нахожусь, получит урон. Да, с этим скриптом любая машина, в которую сидит Клод, становится картонной и от любого повреждения загорается. Это чем-то может напомнить одну из мер по борьбе с пиратством из GTA 4, то есть дымящиеся автомобили. Если можно так сказать, то здоровье автомобилей было уменьшено практически до 10% от обычного. Что это значит, объяснять, наверное, нет смысла, ибо понятно, что как бы Ника не пытался, он все равно разобьет автомобиль от одного повреждения. Если еще и учитывать, что помимо сломанных авто с пиратской версии игры также присутствует всем ненавистная пьяная камера, ну и автогаз. То есть затормозить никак не получится, но это только ручником. Ладно, вернемся в GTA 3. Модификацию загрузить нетрудно, я оставлю ссылку в описании. Там будет сама модификация, нужна версия игры GTA 3 1.0. Тут же с таким модом пройти игру можно. Очень-очень трудно, но можно, тем более с моей-то помощью. Итак, чтобы пройти GTA 3 с таким модом, все, что нам нужно, это знать хорошо игру и ее механики. Все вышеперечисленное я знаю, значит пройти игру будет очень просто. Правда? Сюжет и катсцен я буду скипать, ибо уже кучу разных людей проходили GTA 3 и говорили, что в этих катсценах, плюс я сам все это объяснял в моем предыдущем прохождении. Можете глянуть, да, можете глянуть. Играть я буду на сборке GTA 3 Classic Edition. Она есть в Steam руководстве или на libertycity.ru. Почему же не на обычной сборке какого-нибудь, я не знаю, Деспайр, Александра Поляка? Ну, если вам приятно играть в это. Игра даже не лагает никак. Конечно, багами я пользоваться не буду, ибо баг с реплеями очень сильно упростит игру и будет скучно. Разбираю я не все задания, а только те, которые нужны для прохождения, до финальных титров, то есть. Вроде все. Первая миссия Give Me Liberty, локализация от 1C на свободу, вроде как, просто аккуратно надо доехать до убежища. Не спешите, миссия не на время, просто поезжайте так, как будто вы сдаете на права. Кстати, тут в игре есть интересная фишка, что если ты разобьешь машину, а потом станешь на маркер миссии, то транспортное средство потушится и не взорвется соответственно. Переодеваемся на первое задание Луиджи, Luigi's Girls или девочки Луиджи, в 1C. Просто надо забрать шлюху у медицинской клиники. Тут можно взять ментовскую тачку и дробовик из нее, это потом понадобится. Если закрыто, ничего, можно потом будет еще взять. Я же не стал тратить время, также аккуратно довозим вместе до клуба, и миссия прошла. Вторая миссия Don't Spank My Bitch Up, или как-то там отвали от моих телок, вот. Надо подъехать в бухту Портленда и там замочить дилера со спанком. Название миссии, кстати, это игра слов. Биту брать не надо. Подъезжаем просто к гавани. Вот еще одна важная деталь. Если медленно наехать на пешехода, то машина повреждения не получит. Но если въебошиться в него на средней уже скорости минимум, то машина загорится. Это важно. Теперь перекрашиваем машину и аккуратно везем ее в гараж Луиджи, ибо если одно повреждение, то машине пиздец, в общем-то, Когда Клод находится не в транспортном средстве, то у машины обычное количество, так сказать, здоровья. И толкать авто можно, когда Клод не в нем. Миссия пройдена. Следующая Drive Misty for Me. Просто подбираем миссию Herbert Heights. Тут можно найти дробовик еще в тайнике, если надо. И просто довозим Мисти до Джоуи. Миссии Луиджи теперь опять-таки не обязательно. Теперь проходим Джоуи. Майк Липс Last Lunch, но почему-то последний ужин губастого. Доезжаем до Марко Бистро, берем машину и аккуратно везем ее к Эйтболу. Напомню, одно повреждение и миссия проебана. Минируем тачку, тут в общем-то не спешите, времени до хрена.
И ставим машину точно так же, как она была поставлена ранее. Активируем бомбу, ну и уходим. Блять, ну как же долго он идет, реально. Сколько, блин, реально. Руины спидранеров просто. После этого можно заехать в самый центр Сент-Маркса, района мафиози. Хотя я бы даже сказал, что нужно. Это где Рампейдж с мафией и стоит Сентинел мафии. И там во дворе есть тайник с бронежилетом и с калашом, 120 патрон. Это нам понадобится для миссии Farewell Чан Кильчон, то есть следующий. Надо убить одного китайца, просто подъезжаем к Чайнатауну с этой стороны и не подходя к ограждению, просто из калаша убиваем чела, пули отсюда долетят, так что все нормально. Следующая миссия в Энхейст. Нам надо будет ограбить инкассаторский фургон, но вот тут главная проблема, он пули непробиваемый, и надо будет ранить. А как мы знаем, машины картонные, и от одного повреждения машины воспламеняются. Плюс мы получим розыск. Значит, мы поступим по-умному. Выслеживаем инкассатор до какого-нибудь светофора, ждем пока нет ментов рядом и подъезжаем на одну ось со светофором, так сказать. Или просто перпендикулярно фургону встаем, паркуем машину. Просто повреждаем машину, и она взрывается рядом с фургоном, нанося ему нужный урон, да. Нет, 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 нет! Да, блядь! Уёбок просто, блядь. Без жизни, нахуй. Затем, если есть поблизости звездочка, то можем убирать один уровень розыска. И теперь осталось просто доехать до гаража. Просто не повредите машину. Последняя миссия на Джоуи, ну, нужная миссия. Шофер Сиприани. Надо свозить Тони к прачечной под контролем триад. Это самая первая проблемная миссия. Дело в том, что Тони, когда выходит из прачечной, за ним сразу же выбегают два триадовца и начинают стрелять по автомобилю. И от одного попадания вы провалите задание, ведь машина взорвется, а Тони не умеет выходить из машины. Значит, как эту миссию вообще пройти? Не наезжаем на синий маркер, а становимся перед входом в прачечную. Тут есть такое окошко. Залезаем на Сентинел и из дробаша даем 2 выстрела. И все. Когда Тони выбегает, просто выйдите из машины и убейте 2 других членов триады. Теперь едем до ресторана и все. Теперь миссия на Тони. Первая Taking Out Laundry. Большая стирка вроде как. Тут нужно взорвать 3 фургона прачечной триад гранатами. Я, конечно, заберу гранаты, но взорву машины другим путем. Просто выбрасываем из грузовика водилу и врезаемся во что-нибудь. И так 3 раза. Я сначала не додумался до этого и постоянно умирал от взрывов. Так что не попадайтесь на мои ошибки. Нет! Опять заново!
Сейчас взорвем тебя. Так, вот расстояние вроде нормально. Вот, оп. Тихо, выходи! Беги, беги, беги! Ебать. Ты ч... Нихуя себе. Следующее задание — это пикап или мзда. Едем к переулку и заезжаем в него на машине таким вот образом. Когда кончается катсцена, садимся в авто очень быстро и уезжаем. Машина, понятное дело, загорится, но вы всяко успеете из нее потом выбраться. И просто затем расстреливаем ефтриадовцев. И везем кейс Тони. Все. Следующее задание — Сальватор Сколда Митинг. Очень конченая миссия, где надо заехать за 3 членами банды, не получив ни одного повреждения. Если лимузин повредится, ну, вы сами понимаете. Берем лимузин и следуем моему маршруту. Возле клуба могут незаконно заспавниться отрядовцы, так что тут как повезет. Но все равно тут их шанс спавна сведен к минимуму. О, найс, топовый музон заиграл, хорош. Забираем Луиджи и по этому пути добираемся до Тони. И как только он сядет, максимально быстро выходим из лимузина и заходим на территорию ресторана. Тут аккуратно убиваем отрядовцев. Если есть риск, что машина отряда, стоящая рядом с лимузином, может взорваться, то просто оттолкните лимузин от фургонов. Таким образом можно спасти этот самый лимузин от взрывов и провала миссии. Как только вы убедились, что нет больше отрядовцев, можно двигаться ближе к особняку Сальваторе. Тут аккуратно, тут есть блок дороги, отряды, убиваем 2 челов и убираем машины с дороги. Просто доезжаем до особняка. Берем сразу миссию Сальваторе, миссия отвратительнейшая просто, прогулка в 1С. Надо жену Сальваторе покатать по городу. Следуем этому маршруту.
Едем по бетонной плите до Чика, он нас перенаправляет на вечеринку. Там паркуешься и все, ждешь Марию. Самая сложная часть миссии еще впереди. Понятное дело, что все идет по пизде, приезжают менты и надо спрятать лимузин, либо просто из него выйти, помацать, и тут 2 звезды нам начисляются. Можно либо, это простой вариант, спиздить читах вот тут у одного челика и забрать Марию, и доехать до Paint Spray, потом вернуться и забрать лимузин, уже без розыска. Но имейте в виду, что читах у вас попытается забрать сам его хозяин, либо же поймать тайминг, когда ментов не будет. Это еще сложный вариант, показано на видео. Воу-воу-воу-воу. Бля, что делать-то? Придется на лимузине ехать. Ладно. Ну, Мария, ты идешь, пизда тупая, быстрее. Бля, ты беги быстрее, ты сука. Так, ладно, тут есть то ли заправка, то ли магазин. И потом на лимузине доехать по встречке до этого магазинчика, выйти, залезть на крышу и забрать звезду. Потом просто ждем пропажу еще одной звезды, и можно просто ехать обратно по безопасному маршруту, просто не попадаясь на отряд и ДТП. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while, and you know, you treated me really good with respect and everything. Well, I better go. I'll see you around, I hope. Миссия Cutting Grass. Надо просто проследить за подозреваемой крысой. Едем к клубу Луиджи, следуем за такси. Не подъезжаем близко. Миссия очень легкая. Разве что в конце не затупите и одолейте Боба в тяжелые кровопролитные дуэли. Пока что забываем на Сальваторе и выполняем 2 миссии Тони. Первая — Triumphs and Tribulations. Надо убить 3 босса триады. Этих 2 бездарей можно с собой взять, чтобы они отвлекали все внимание. Убиваем первого тут. Однако осторожнее будьте. Одно попадание по машине, помните. Потом еще одного тут в Чайнатауне. И последнего на рыбном заводе при помощи бугра за фабрикой рыбы. Все. И еще одно задание Тони, Blow the Fish, или взрыв на заводе. Подъезжаем к Эйтболу, берем мусоровоз, и он заряжен у нас бомбой, оказывается. И от повреждений в обычной версии игры наполнялась шкала взрыва. Но тут все гораздо проще. Одна царапина, и вы зареспаунитесь в больнице. Поэтому, чтобы не получить шальную пулю, заезжаем в этот тоннель. Тут медленно, чтобы не повредить машину, перемалываем колесами бомжей. Можно, кстати, молотов тут взять. И аккуратно тут проезжаем. Все, как и говорил, просто.
Ну вот, я и показал, как действует система повреждений. Тут легко доезжаем до завода, открываем дверь, проезжаем к цистернам и активируем бомбу. Потом выходим и смотрим на фейерверк. Теперь открыта миссия Сальваторе Леоне, бомба баз акт 1 и акт 2. Используем вот этот срез, чтобы добраться до 8-балла. Тут, кстати, нужно 100 тысяч баксов для запуска миссии. Берем второй акт и снова едем по туннелю, вот так же аккуратно сбивая бомжей. Доезжаем до гавани и миссия проходит как обычно. Последняя миссия в Портленде, Last Requests. Все мы знаем, что это наебка, так что просто подъезжаем к автомобилю, приходит сообщение на пейджер, и мы идем встречать Марию у пирса. Там мы знакомимся со сукой. Короче, эту историю знают все. Вот тут аккуратно у катеров, так же как и у машин, ХП практически на нуле, так что любая царапина может стать последней. Теперь аккуратно доплываем до второго острова. Половина игры уже пройдена. И первая часть на этом заканчивается. And obviously pray at night. I can do nothing else but see through you, 'cause I